Так, всем доброго дня. Вот решил сплести такой вот светильник, поскольку тут уже совсем осень наступает и темно долго ночью, вечером. Вот. Ну, с чего все начинается? Начинается он с такой вот рамки э, размерами 34 на 22 сантиметра. Вот. Расстояние между отверстиями в данном случае 15 миллиметров. Вот, рамка сделана из березовых реек у меня. Вот, поэтому, ну, такая вот рамка. Можно сделать с фанеры, если кто желает. Ну, я делаю обычно их с таких березовых реечек. Мне более доступно. Ну и, как всегда, как и в полотне в замкнутом, что уже много раз показывал, вот делаем первый слой. Вот таким вот образом. Тут ничего такого нет. А, Ничего такого нет. Вот замена ленты поверх предыдущей точно так же. Никакой разницы. Разница будет в следующем шаге, чем обыкновенное на плоскости полотно будет отличаться от замкнутого. Вот. Ну, продолжаем. Вот первый слой есть, а второй слой, в отличие от замкнутого полотнища, делается поперек первого слоя. Ну вот остаются остатки старой ленты, там что-то мне мешают. Вот. Ну, делаем вот второй слой перпендикулярно первому. Хотя, по сути, наверное, все-таки полотно надо было и с этого и начинать. Ну, не всегда все получается, как хочешь. Поэтому вот сейчас как раз только дошел до полотна, которое, скажем, на плоскости. Вот. Ну, таким вот образом делается каркас. Вот. Ну и следующий слой идет поверх самого первого слоя. То есть следующие ленточки, еще третий слой здесь протягиваем. И получается поверх, ну опять перпендикулярно, в общем. Вот, то есть между двух этих вот ленточек у нас будет перпендикулярно одна ленточка. Потом нам нужно будет, по сути, приплести к этой одной ленточкой, что между этих двух перпендикулярных, да, нужно будет приплести всего лишь по одной ленточке, что заметно сокращает работу с полотном. Вот. Таким вот образом. Но когда уже готово все три слоя, обрезаем концы, чтобы не мешали. Ленточка, естественно, подготавливается, как всегда, через шило. Желательно ее проверить, поскольку, ну, может, у кого-то, кто-то и уверен в ленте во всей своей. Ну, у меня бывает попадается, ломается. Вот. Ну, вот здесь покажу немножко, как можно сделать полотно без прошивки. Вот таким вот образом. Ну, скажу я вам, что этот способ достаточно долгий. То есть рука все время идет вверх, вниз, вверх, вниз. Это достаточно долго, нудно. Вот, поэтому я не стану на этом сильно останавливаться. Вот, как видите, между двух ленточек у нас получается точно такая же решетка, как и в замкнутом полотне. Но только здесь на плоскости. Вот таким вот образом. Вот. Естественно, полотно на плоскости, ну, по-любому быстрее получится, чем полотно на замкнутом виде. Вот. Вот таким вот образом можно плести его без прошивки. Точно так же можно и диагонали плести. Вот. Но я, чтобы быстрее было, все-таки с прошивкой продолжу, потому что, ну, мне так удобнее, привычнее, да и быстрее. То есть вот рука у вас все время наверху, под низ лезть не надо, движений меньше, минимум. Вот таким вот образом делаем решеточку для
ажурного полотна. То есть, в отличие, в принципе, от ажурного полотна, от замкнутого полотна, здесь нам нужно приплести вот к этой поперечной одной ленточке, да, и вторую, и, в принципе, все. То есть, меньше на одну, можно сказать, операцию, скажем так. Вот, обрезаем концы. Можно их просунуть в отверстие, кто желает. Ну, я обычно их обрезаю поверху. Ничего этого уже не состроит. Вот, подгоняем, конечно, следующую ленточку, так, чтобы там внутри получались квадратики. Вот, и продолжаем плести уже делать решетку. Вот решетка готова. Делаем диагонали. Ну, как всегда, по аналогии с замкнутым полотном, делаем диагонали вправо. Здесь уже прошивкой гораздо удобнее работать. Вот. Ну, хотя, если нет прошивки, то, в принципе, полотно обычно на плоскости можно сплести и без нее. Ну, далее делаем диагонали влево. Вот. Тут тоже ничего сложного. Все то же самое, что было в замкнутых полотнах, чтобы получился такой ромбовидный, ой, не ромбовидный, а такой шестигранный рисунок в этих вот получившихся квадратиках на решетке. Вот таким вот образом получается полотно. Ну, диагонали я здесь взял из соковой ленты, вот, чтобы отличалось. Вот. Ну, на мой взгляд, так выглядит полотно немного все-таки красивее, когда оно двухцветное. Вот. Далее. Вот такой у меня шаблон с такими размерами. Вот. Кто будет делать к нему вот такой вот еще полукруг, можно сказать, ну, чуть больше, с такими вот размерами. Вот. Этот шаблон я накладываю на свой клееный щит, в данном случае березовый, и вырезаю все это дело лобзиком. Далее, конечно, надо все это зашлифовать хорошенько наждачной бумагой. Вот. Ну, чтобы не было заусенцев. Края острые. Острые края, конечно же, надо заовалить немножко. Вот. Ну, чтобы было такой товарный вид. Вот. Далее. В нижнем вот я делаю шурупом дорогу. Сначала проколол, потом немножко его прокрутил в холостую туда, так сказать, чтобы легче было его потом составить. И вот этот нижний овальчик. Вот смотрим, чтобы он был перпендикулярен центральной оси, чтобы не со сдвигом. Ну и прикручиваем еще один шуруп. Вот. Вот, шурупы нужно тонкие, чтобы они не раскололи щит. Щит этот у меня толщиной примерно 8-9 миллиметров, где-то так. Вот. Ну и точно так же вставляем на этот щиток следующий верхний полукруг. Вот. И точно так же его прикручиваем. Ну, их я еще соединение промазываю клеем. Вот. Чтобы лучше держались. Вот клей B3. Тот же самый, что я и в плетении использую. Вот. Таким образом это все держится достаточно надежно. И, в
принципе, если склеить и струбцинами зажать, можно даже шурупами не стягивать. Ну, поскольку потом надо ждать, чтобы все это высохло, я лучше стяну с шурупами и буду уже продолжать плести. Ну, снимаем полотно с рамки. Естественно, его надо очень хорошо намочить. Раза 2-3 с промежутками в минуты 2-3. Вот. К этому шаблону я уже приделал патрон, поставил соединитель с задней стороны. Но за патроном я еще высверлил отверстие для провода, чтобы вывести провод назад. Вот сделал такую вот колотушку для того, чтобы выточил недавно, для того, чтобы обкручивать прут, поскольку шаблоны все заняты. Вот. Как его вытачивать, покажу в одном из следующих своих мастер-классов тоже, поскольку я начал, опять же, мастер-классы проточения. Ну, вот это полотно оборачиваем вокруг этого получившегося каркаса вот таким вот образом. Вот, стараемся, чтобы решетка, ну, стояла на них ровно, чтобы в обе стороны было одинаково, чтобы криво. И прибиваем прутиком его просто к шаблону. Прибиваем гвоздиками к шаблону. Вот. То есть вот нужно следить, чтобы полотно доставало до обоих концов, поскольку тут оно, ну, впритык практически с такими размерами. Вот. Ну и огибаем вокруг прутик. Где-то примерно через 7-8 сантиметров я прибиваю гвоздик. Вот так вот получается. Вкручиваем все это вокруг. И вокруг прибиваем гвоздики. Вот где-то примерно через... Ну, я сначала где-то в нескольких местах прибиваю, чтобы оно держалось. Потом добиваю еще гвоздиков где-то так, чтобы было, ну, через каких 7-8 сантиметров. Вот так вот должно получаться. Вот смотрим, чтобы полотно было примерно перпендикулярно основанию. Его еще можно подвинуть. Вот. Ну, дальше делаем соединение на ус, поскольку размер довольно большой, нужно второй прутик. Вот, делаем соединение на ус, прутик подготавливаем вот точно так же. Кстати, эта колотушка оказалась довольно намного удобнее, чем простой шаблон. Вот. Ну и как мы тут с Леонидом ВКонтакте решили, что все-таки инструмент должен быть, и вокруг тебя должно быть все красиво, поскольку, ну, тогда приятнее работать. Вот. Ну, таким вот образом соединяем их на ус. Опять же, забиваем гвоздики. Только ни в коем случае не забивайте гвоздики в само соединение уса, он его расколет. Вот, поэтому я забиваю их где-то дальше на сантиметра 3-4 уса. Вот. Вот. На второй стороне делаем еще один ус. Вот так, чтобы они сошлись. Ну и опять до уса где-то сантиметра 2 забиваю гвоздик. Потом этот ус мы стянем обязательно узелком, проклеим, и будет он держаться очень даже хорошо. Вот. Далее, ну, естественно, вверх-вниз, там, где у нас торцы этих щитков полукруглых, естественно, тоже надо прибить туда по прутику. Вот. Все делаем точно так же. Вот. Принцип, в принципе, тот почти такой же дальше будет, как и в плетении овальных корзин. По крайней мере, очень похоже. Вот, поэтому вот вверху прибиваем прутик. Вот. Ну, тут обычно 3-4 гвоздика я использую, это всего лишь. Вот. Ну и внизу прибиваем точно так же прутик. Ну и обрезаем полотно по кругу, оставшееся, то, что у нас вылезает за прутики наружу. Вот, коротким ножом я все это достаточно так хорошо и быстро обрезается. Ну, нужно быть осторожным, потому что в углах полотнищ может вытащиться лента. Ну и далее начинаем к этому нашему прибитому прутику. Вот, под небольшим углом к основанию, по отношению основания к основанию наружу, приплетать прутик. Вот, прутик делаем немного, узелок здесь немного разреженный, то есть узелок, один раз обматываем нижний прутик после узелка ленточкой, и дальше опять узелок. То есть вот
узелок. Один раз обматываем. И следующий плетем узелок. Вот. Рисунок будет... Здесь не надо делать достаточно плотный, поскольку там все равно пойдет потом дорожка, и дорожка очень неплохо его стянет, будет все у нас в порядке. Вот таким вот образом. Ну, здесь довольно такая нудноватая, я бы сказал, работа, потому что довольно сложно плести. Вот, как видно, надо все время подтаскивать нож между полотном и прутиком, чтобы ленту туда, чтобы ленту просто просунуть. Вот. Ну и поэтому первый этот ряд будет достаточно такой сложный. Ну, не скажем, что сложный, просто долгий. Вот. А второй уже ряд пойдет уже достаточно быстро и легко. Вот. Прутик немножко можно прижать крокодильчиком. Вот. Чтобы удобнее было плести, не надо было его все время держать, просто. Вот. Ну, опять же, делаем, тут ряд получится из 2 прутиков. Делаем ус, промазываем клеем и приплетаем потом дальше уже узелком. Вот опять узелок, обматываем нижний один раз и дальше опять узелок. Вот таким вот образом этот каркас обплетаем. Ну вот, между полотнищем и прутиком достаточно будет трудно протащить, ну, зато красиво получится. Хотя надо сказать, что такие светильники, ну, изначально я делал вообще просто полукругами, без всяких там шаблонов, просто делал полукруг. И первый мой светильник такого типа я просто сплел полотнище, прибил его гвоздями, прутиками, вот, даже вверх-вниз не прибивал, просто ровно отрезал. Вот, прибил его просто у самого основания. Вот, ну и этот светильник у меня в спальной моей комнате достаточно долго служил, лет, наверное, 10, если не больше. Ну, пока уже мне не захотелось поменять его на другую модель. Вот. Ну, изначально он был просто, даже узелка там ни одного не было. Вот. Выглядел тоже вполне нормально и прилично. Ну, как мне тогда казалось. Сейчас, конечно, уже... Ну вот, приплетать начинаем второй прутик, второй ряд. Ну, тут все просто. Между узелками узелок, узелок, узелок. Никаких обмоток, ничего больше нет. Просто между узелками узелок. Вот. Вот. Вот таким вот простым. Самый простой узелковое такое плетение. Самое простое. Вот. Плетем узелок, 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 узелок. Ну, а этот ряд уже пойдет намного быстрее, поскольку не надо там ничего просовывать, подсовывать. Все и так нормально. Вот, зажимаем прутик крокодильчиком. Вот, опять же, чтобы его не держать. Вот, а дальше уже этот ряд, когда готов, делаем кромку. Вот таким вот образом плетем кромку. Вот. Это я уже тоже много раз показывал, поэтому сильно долго задерживаться на этом не буду. Вот. Ну что еще забыл сказать, что прутик, естественно, надо увлажнить. Вот. Я его держу в трубе канализационной моей примерно час. Вот. Потом воду сливаю, и потом он еще час там в герметичном виде еще час томится. Ну, вот в итоге получилось вот такой вот бортик. Такой вот бортик у этого светильника, который будет к стенке. Ну что еще? Еще надо оплести, конечно, эти прутики на поперечном каркасе, которые на поперечных полукругах. Вот. Нужно, ну, их просто обматываю лентой. Вот. Просто обматываю лентой, без всяких узелков, без ничего. Вот. Достаточно неплохо выглядит и достаточно функционально. Это у нас скрасит вот этот вот обрезанный переход
Вот. Будет достаточно неплохо выглядеть. Вот. Ну, естественно, нижний тоже. Верхний. Вот. Замена ленты здесь просто наклей. Это ничего такого не мудрил. Просто под низ наклей и все дела. Вот. Ну, дальше. Дальше плетем дорожку шагом в 3 узелка. Вот таким вот образом. Дорожка тоже из соковой ленты будет. И, ну, тоже уже очень много раз показывал. Вот, поэтому сильно долго задерживаться не буду. Вот. Обматывается дорожка по всему контуру. Вот это придаст бортику такой, ну, законченный такой вид интересный. Он будет очень неплохо от нее выглядеть. Ну что останется? Останется прикрепить провод, повесить навес. Обычный мебельный навес, который я просто прикручиваю через 2 гайки М6. Включить лампочку диодную на филаментах. Вот, и получается вот такой вот светильник. В итоге вот получается такой вот красивый светильник. Вот. Ну что, всем пока. Удачи всем, кто будет пробовать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо за любое участие на моих каналах. И до свидания.